Всем привет! Сегодня мы будем шить текстильную корзинку. Я примерно сделала схему, нарисовала, чтобы было понятно, как вырезать детали. Такую корзинку можно сделать абсолютно любого размера. Можно маленького, можно среднего, можно большого, например, для игрушек, либо для белья, либо для всяких мелочей. Размеры абсолютно разные. То есть какие вам подходят, такие вы и делаете. Вот этот вот квадратик — это наше основание, наше дно. То есть какого размера вы хотите, чтобы была сама корзинка. Вот эти вот прямоугольнички — это наша высота, то есть наши бортики. Тоже выбирайте размеры, какие вы хотите. Если хотите сделать с загибом, то делайте подлиннее. То есть все тут лично на ваше усмотрение. Я буду сейчас делать корзинку для детских погремушек и всяких мелочей. И взяла размеры. Этот квадрат у меня 26 на 26 сантиметров, а вот эти прямоугольнички у меня 26 на 20 сантиметров. Схему я также приложу в описании, чтобы вы могли наглядно еще раз посмотреть на нее. Детали для корзинки вы можете вырезать либо одним куском, либо сделать из разных кусочков. Я решила сделать из разных кусков, так как у меня много остатков. У меня получилось 2 квадрата для основания и 8 квадратиков, прямоугольничков для стенок. Также я буду делать ручку. Ручку вы также можете любого размера взять. Я взяла вот такую вот длинную полосочку. Ширина 7 сантиметров и длина 44 сантиметра. Далее будем складывать, потом разрежем. Это, получается, будут 2 ручки наших. Сначала нам нужно соединить наши детали. Берем квадрат наше основание. И к этому основанию мы пристрачиваем наши детали, наши боковины. Вот так вот прикладываем, скалываем булавками, пристрачиваем это на ширину лапки, либо на сантиметр. Сначала пристрачиваем с одних сторон. И вот тут вот в начале, когда мы будем строчить, мы где-то отступаем либо ширину лапки, отступаем размер припуска. Ширина лапки либо сантиметр. Здесь вот в уголках, в начале и в конце. Вот так мы оставили здесь хвостики. Далее мы прикалываем наши боковые, так сказать, части. Можно вот это, чтобы нам не мешалось, не попало под строчку, так вот заколоть. Точно так же прикалываем с одной и со второй стороны и прострачиваем, также отступив ширину припуска. Вот так вот, можно даже начиная вот от этой строчки, можно на нее ориентироваться. Только главное, чтобы не настрочить нечаянно на нашу боковую соседнюю деталь. Когда мы прострочили, нам нужно сшить наши боковины, чтобы у нас получилась такая, так сказать, коробочка. Скалываем булавками,
прострачиваем также на ширину лапки. Чтобы корзинка была ровная, все припуски у нас должны быть одинаковые. Если вы начали прострачивать на ширину лапки, то все швы мы прострачиваем на ширину лапки обязательно. Либо если на сантиметр, тогда везде на сантиметр. Они не должны быть разные, иначе у вас получится перекос и не будут сходиться швы. Вот так вот у нас должно получиться. И теперь прострачиваем все швы на швейной машинке. Вот такая у нас получилась корзинка. Можно вывернуть ее на лицевую сторону и проверить, что все наши уголки были аккуратные. Теперь то же самое нужно проделать и другими нашими частями. Только чтобы наша корзинка держала форму, нам нужно укрепить ее синтепоном. То есть ко всем этим частям пристрочить синтепон. Берем синтепон любой плотности, как вам удобно. Лучше, конечно, брать такой жесткий, чтобы он держал форму. Берем наши детали, таким вот образом накладываем лицом вверх и пристрачиваем по краешку. Так вот все детальки. И далее мы соединяем нашу корзинку таким же образом, как и вот эту вот часть. Такая у нас получилась корзинка. Вот эти уголки мы подрезаем. Складываем вот так вот, чтобы у нас получилось ровный уголок. Подрезаем, не доходя до строчки, пару миллиметров. То же самое и здесь можно подрезать, чтобы не было лишнего утолщения. Чтобы сделать ручку, я так вот прогладила на полсантиметра с одного края, со второго прогладила утюгом и сложила вот таким вот образом. Также прогладила, чтобы получилась такая полосочка. И теперь аккуратненько вот здесь по краешку мы прострачиваем буквально пару миллиметров по всей длине. И можно, чтобы декоративно смотрелось, можно и с этой стороны на таком же расстоянии прострочить. Такая получилась тесьма. Складываем пополам и разрезаем. Это будут две наших ручки. Далее нам нужно на боковых частях найти серединку. Складываем пополам. Делаем отметинку. То же самое на противоположной стороне. И от этой отметинки мы примерно с
Сначала смотрим, где наши ручки будут находиться. И отмеряем от этой середины знаковое расстояние. У меня будет по 3 сантиметра. С одной стороны и с противоположной стороны. Отсюда у меня будет край начинаться. И прикалываем наши ручки лицом к лицу. Вот таким образом. С одной и со второй стороны. Вот так вот. Можно пристрочить, можно не пристрачивать сейчас. Далее берем нашу вторую деталь. И лицом к лицу нам нужно совместить наши детали. То есть одну деталь нам нужно вывернуть на лицо. Я сделаю это с подкладкой. Вкладываем внутрь нашей другой детали. Совмещаем швы и скалываем булавками. Так вот по всему периметру. Еще дополнительно скалываем в нескольких местах. Вот мы закололи. И прострачиваем теперь на ширину припуска. Я буду на ширину лапки прострачивать по всему периметру. При этом оставляем место с какой-нибудь из сторон, чтобы вывернуть. И оставлю там, где у меня нет ручки. Так по всему периметру прострачиваем. Вот мы прострочили. Через отверстие, которое мы оставили, выворачиваем. Я сначала достану булавки на всякий случай. Аккуратненько выворачиваем. Выравниваем все углы. И теперь нам нужно зашить это отверстие. Можно зашить потайным стежком, можно застрочить на швейной машинке. Так вот мы складываем и прострачиваем по всему периметру. Будет как декоративная строчка и будет держать наши слои, чтобы они не ездили между собой. Вот такая корзинка получилась. Уголки двух частей я вручную подшила, чтобы подкладка не ездила. И теперь можно прогладить корзинку. Проглаживаем без пара, где-то на двоечке. Вот такая в итоге у нас получилась корзинка. Очень вместительная. Еще раз повторюсь, размеры вашей корзинки зависят от ваших предпочтений, пожеланий и необходимости. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!